Дубай – это восточный мегаполис. Несмотря на то, что здесь неплохо развит общественный транспорт по сравнению с другими эмиратами, большие расстояния и климат делают передвижение по городу без автомобиля довольно сложной задачей. Если вы решили самостоятельно водить авто в Арабских Эмиратах, то первое, о чем вам нужно позаботиться, это о получении водительских прав местного образца. Как и везде, в этом деле тоже есть свои тонкости и нюансы. Всем привет! Меня зовут Слава, и вы на канале «Секреты жизни за границей», где я рассказываю о том, как живут наши за рубежом. И сегодня речь пойдет о том, как получить водительское удостоверение в Дубае. Если вам это интересно, поехали! По законам Объединенных Арабских Эмиратов человек, желающий водить здесь автомобиль, должен получить местные права, однако из этого правила есть исключение. Если вы приезжаете в Арабские Эмираты по туристической визе не более чем на месяц, то для передвижения по городам этой страны за рулем автомобиля вам достаточно уже имеющихся у вас водительских прав международного образца. Благодаря им также можно арендовать авто и спокойно себя чувствовать на дорогах. Существует ошибочное мнение, что российское и украинское водительское удостоверение нового образца – это международные права, которые можно спокойно использовать за границей. К сожалению, такое водительское удостоверение не является международным по стандарту, так как не соответствует ряду требований. Например, на них не приведена вся информация, не указан адрес проживания владельца и так далее. Международное водительское удостоверение – это книжечка формата А6 с картонной обложкой и внутренними страницами, где на первой странице указаны данные о водителе на языке государства, в котором документ был выдан, а на остальных страницах эта информация переведена на другие языки. К тому же дается разъяснение на категории прав, так как в других странах они несколько отличаются. Для того, чтобы получить водительское удостоверение, нужно рассмотреть несколько вариантов. Если вы находитесь в Объединенных Арабских Эмиратах по резидентской визе, то права международного образца вам уже не подойдут. Даже если вы хорошо умеете водить, нужно будет отучиться в автошколе и сдать экзамены. Итак, чтобы получить водительское удостоверение, вам необходимо получить разрешение от работодателя, проверить зрение, подать документы в автошколу, пройти обучение, сдать экзамен по теории и по вождению и получить ваши водительские права. Стоимость получения водительского удостоверения будет разная в зависимости от категории и выбранного вами пакета. Наиболее известные автошколы Дубая, куда можно обратиться, я вам вот сейчас оставлю. Вы можете выбирать школу либо по стоимости, либо по отзывам, либо по удобному вам расположению. На практике чаще всего выбирают школу Галадари. Примерная стоимость обучения около 6000 дирхам, и займет это у вас около 1 месяца. На практике стоимость зависит от количества взятых вами уроков и количества раз сданных вами тестов. То есть каждый заваленный вами тест оплачивается дополнительно. Поэтому многие рекомендуют брать безлимитный пакет. То есть, грубо говоря, разница в получении водительского удостоверения в Эмиратах для тех, у кого есть лицензия вождения в своей стране или ее не было вообще, заключается в количестве взятых вами уроков. Если вы имеете водительские права, выданные в одной из 32 стран, таких как Америка, Австралия, Великобритания, Австрия, Турция, Бахрейн, Африка, Бельгия, Канада, Дания, Швейцария, Финляндия, Франция, Испания, Германия, Греция, Южная Корея, Нидерланды, Польша и так далее, то вы можете получить водительское удостоверение Объединенных Арабских Эмиратов без экзаменов и обучения. Список стран и условия получения лицензии для граждан разных стран меняются,
Поэтому я вам рекомендую обязательно уточнять на официальном сайте. У меня супруг гражданин Турции, а Турция как раз входит в список 32 стран. В этом случае вам понадобится следующий список документов. Паспорт, водительское удостоверение вашей страны, тест на зрение и ID. Водительские права выдаются сроком на 2 года. В нашем случае у супруга истек уже срок прав, полученных в Эмиратах, так что если вам нужно обменять старые на новые, которые выдаются, кстати, на 5 лет, вам понадобится паспорт, ID и права, которые у вас сейчас на руках. В нашем случае мы относимся к списку тех стран, которые могут обменять свои водительские права на местные. Для этого что... Совсем недавно вступил в силу закон о том, что граждане Украины могут обменивать свои права на водительское удостоверение Объединенных Эмиратов. Для того, чтобы это осуществить, вам понадобится ваш паспорт, водительское удостоверение вашей страны и ID. Но в этом случае это будет действительно обмен прав. Для того, чтобы получить водительское удостоверение Арабских Эмиратов, вам необходимо пожертвовать вашими собственными правами. То есть вы их обратно не получаете. Для замены прав супруга и обмена моего удостоверения мы выбрали отделение Дорожного департамента, располагающегося недалеко от торгового центра Mall of Emirates. Ссылку на локацию оставлю вам в описании. Кстати, я вам очень рекомендую выбирать закрытую одежду для похода в такого рода официальные заведения. Нас однажды развернули, когда я была в платье с широкими бретелями, поэтому желательно, чтобы у женщин были покрыты плечи и длина минимум до колена. Мужчин в шортах также могут не пустить. Вот в этом отделении на ресепшене у вас проверят все оригиналы документов. Мне для обмена понадобилась еще копия моих украинских прав и тест на зрение, кабинет которого находится именно в этом помещении теперь. Затем, как обычно, вам выдают талончик, и подача документов у нас заняла не более 5 минут. И через 10 минут нам уже выдали новое удостоверение. Тест на зрение мы делали на месте, либо это можно сделать в любой оптике. Супругу для замены с истекающим сроком прав на новые тест на зрение не понадобился. То есть на практике, в силу вступившего закона для граждан Украины, действует обмен удостоверения в прямом смысле этого слова. То есть вы отдаете безвозвратно ваши действующие украинские права, а взамен получаете водительское удостоверение Эмират с сроком действия на 2 года. Если вы заняты вопросом получения водительского удостоверения, я уверена, что у вас все получится. Я надеюсь, что это видео было вам полезным. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, переходите на другие видео. То есть любая ваша активность на моем канале очень помогает его развитию.